Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о магии слова и уделим внимание слову «здравствуйте». В каких случаях нужно это слово говорить и почему оно имеет очень важное сакральное значение и почему многие люди неправильно говорят слово «здравствуйте». Давайте далее, друзья, все более подробно будем разбираться в этом видео. Вы знаете, магическая и энергетическая сила слова известна еще с давних времен. И наши предки тщательно подбирали слова, которые произносили вслух. От людей в те времена нельзя было услышать матерные, нецензурные слова, потому что они знали, что одно из таких слов способно разрушить их жизнь, наполнив ее проблемами, неприятностями, порой и бедами. Поэтому боялись этого и тщательно подбирали все слова, что они произносили вслух. В наше же с вами время многие люди, порой начиная от школьника и заканчивая взрослым, сознательным человеком, употребляют матерные слова, считая, что, возможно, это показывает их брутальность, с какой-то стороны крутость, помогает выделиться среди всех остальных людей. Такая манера разговора, возможно, и не останется незамеченной, но красиво это или же способна притянуть что-то положительное, однозначно нет. Такими словами тот, кто их произносит, сознательно разрушает свою жизнь, притягивая ненужные энергии и перекрывая доступ для сильных и светлых энергий, которые могли бы привлечь интересный новый жизненный этап. Но этого не происходит, так как путь выбран неправильный. Слова, которые проговариваются, должны внести в себе только положительный смысл, чтобы помогать справляться с различными проблемами, делать биополе сильным, неподвластным влиянию со стороны. С помощью слов человек должен уметь доносить свою мысль, точку зрения, без скандалов, грубости. А если пока так не получается, значит этому нужно учиться, развиваясь постоянно в таком направлении. Каждое слово состоит оно из нескольких букв или же с большого количества, содержит в себе свою определенную вибрацию, и когда его произносит тот или иной человек вместе с тембром его голоса, интонацией, оно создает особенную вибрацию, которая в такой момент притягивает те или иные энергии, а вместе с ними положительные или отрицательные события. Поэтому так важно все делать правильно, ведь когда во время разговора проговариваются хорошие слова, это нетрудно, но влияние, которое они оказывают на жизнь того, кто их проговаривает, или на жизнь того, к кому они относятся, превосходно, и это способно не только наполнить жизнь счастливыми событиями, помочь выйти на новый жизненный этап, но и притянуть потоки всевозможных положительных энергий, такие как успех, благополучие, любовь, изобилие и, конечно же, денежная энергия не будет исключением. Если сравнить манеру разговора богатых и успешных людей с людьми, которые зашли в тупик, переступили границу бедности, совершили необдуманный поступок, который разрушил их жизнь, то не придется прикладывать много усилий, чтобы увидеть, что манера разговора совсем разная. Первая категория людей произносит слова, которые излучают уверенность в их действиях в завтрашнем дне. Они разговаривают не спеша, и кажется, что выговаривают по отдельности каждое слово. От них не звучат ругательства, маты, так как они знают, что все это притягивает ненужные энергии, которые им могут лишить их того, что они имеют. От таких людей не услышишь и слова-паразиты, и такие же словосочетания, к которым относятся такие как как бы так, скажи мне, я скажу тебе и так далее, потому что они знают, что они способны блокировать энергетические каналы, из-за чего будет образовываться уже энергетический застой. Не будут употреблять и слова, в которых есть частичка «не», так как она способна указывать на сомнения и на то, что данный человек не знает, на что способен и не готов идти к своей мечте. Несмотря ни на что, а как могут высшие силы, Вселенная или нужные энергии приходить на помощь, когда человек сознательно от этого отказывается или не понимает, для чего ему она нужна. Такие люди много читают, учат новые слова, постепенно
постоянно вводят их в свой разговор, проговаривают то, что делает их сильнее, мудрее. Это непросто и требует много сил и энергетических затрат, но благодаря тому, что они не ленивы, все получается самым наилучшим образом. Ну а вот люди из второй категории все делают в точности наоборот. Они не знают, что многое зависит от них, но они с помощью слов способны изменить свою жизнь в лучшем направлении, так как они в большинстве случаев ленивы и тратят свои энергии не на то, чтобы следовало бы, не следят за тем, что проговаривают, считая слова чем-то обыденным, созданным просто для того, чтобы высказать свою мысль или же для того, чтобы объяснить кому-то, что они о ком-то думают. Или о чем-то думают. Но не стоит недооценивать слова, так как они обладают сильной энергетикой и способны как притягивать к человеку негативные события, так и помогать ему справляться с неприятностями и проблемами. Они могут сбить с ног даже самого уверенного в себе человека, заставить задуматься о жизни того, кто считает себя полным скептиком, и помочь подняться тому, кто считает, что у него это уже никогда не получится, заставив поверить в свои силы и способности. Научитесь использовать слова себе во благо, и вы увидите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону, и сколько всего хорошего и интересного в ней начнет происходить. Вы удивитесь, но слова способны оказывать влияние и на здоровье, поэтому всего, что подчеркивает какое-то заболевание, жалоб стоит избегать. Это касается и выражений, которые, по нашему мнению, говорятся, чтобы описать какую-то ситуацию или же действие данного человека. Ну, например, «Ты глухой, что ли?» Это когда мы что-то рассказываем, а человек, кому мы это говорим, переспрашивает о чем-то. В такой момент, проговаривая эти слова, мы не задумываемся, что скоро они принесут проблемы, связанные со слухом или болезнью уха, или... Другая фраза «надоел до глубины души». Но, казалось бы, вы сказали свои эмоции, а нет же, вы притянули душевные проблемы и, как следствие, депрессию. Вот еще одна часто употребляемая фраза «всю кровь выпил» или «вы мне выпили». Конечно же, следом придет анемия или же еще что-то, поэтому не рискуйте, говорите более конкретно, чтобы выражало вашу мысль, но не было связано со здоровьем, проблемами, внешностью или же какой-то определенной сферой жизни. Не стоит забывать и о том, что с помощью неправильно сказанного слова можно человека ранить так, что он никогда не придет в себя. Конечно, все это не в буквальном смысле слова, но сказанные слова будут ранить его душу постоянно, и он будет то и дело, прокручивая их в голове, притягивать потоки разрушительных энергий в свою жизнь, что испортит ее, а может и вовсе лишить данного человека жизни. С помощью слов можно притянуть к себе и к человеку злую сущность, если вы будете проговаривать такие слова, как «черт» или «какого черта», «без с ним» и так далее. Потому что вместе с приходом такой сущности уйдут все жизненные силы, которыми она будет подпитываться, пока не отберет все полностью. Слово можно разозлить, вывести из равновесия, а можно и наоборот успокоить как человека, так и животное, призвав в помощь нужные энергии. Слова обладают настолько особенной и сильной энергетикой, что способны влиять не только на жизнь людей, но и на все, что есть в природе. Можно заговорить воду, огонь. При применении их энергетической силы получится наполнить свою жизнь чем-то положительным. Так, например, если вам нужна энергетическая сила в течение дня, так как день должен быть тяжелым, у вас много работы, общение с большим количеством людей или же подписание контрактов, сделок, разработка проекта или еще что-то, то, проснувшись утром, возьмите бутылку, наберите в нее проточную воду и за 3 раза для этого поделите мысленно ее на 3 части, на каждую их часть проговаривайте такие слова. Первую часть бутылки наливаю, мудрость и успех привлекаю. Воды глоток отобью, все дела как нужно мне завершу. Далее вторую часть бутылки наливаю, сильные энергии получаю. Будут мне помогать на путь правильный направлять и биополе укреплять. Ну и третью часть бутылки наливаю, силу воды получаю, здоровье будет крепкое, а негативные энергии покинут тело мое. Это поможет вам набраться силы и бодрости на весь день.
Пейте на протяжении всего дня данную водичку, но никому не давайте ее даже подержать, так как не стоит забывать, что вода способна притягивать энергии, которые ее окружают. Поэтому, если она попадет в руки к человеку с негативной энергией, данная энергия тоже вместе с этой водой попадет к вам, чем привлечет уже нежелаемый результат. Используйте этот старинный совет себе во благо и добивайтесь с его помощью слов любых успехов во всех своих делах. Каждое утро, проснувшись, давайте себе установку с помощью слов на весь день. Например, «Я очень успешна» или «С каждым новым днем я более мудра» или «Я все смогу, что только захочу» или «Я счастлива», «Я красива», «Неповторима», «Богата». Это притянет к вам потоки сильных и положительных энергий, наполнит вас уверенностью, сделает сильнее, эмоционально стабильнее. Даже если у вас еще этого нет, обязательно появится. Можно проговаривать и то, что желаете осуществить на протяжении недели. Делать это нужно начинать в понедельник. Например, на этой неделе я обязательно куплю новое платье. И к концу недели оно у вас будет, так как вы не только приложите все усилия к этому, но и в вашу голову придут мысли, которые помогут это сделать с легкостью, что вас очень сильно порадует. Если что-то очень хотите, но пока не знаете, как этого добиться, визуализируйте и при этом проговаривайте слова, вроде у вас это уже есть, произошло, и вы знаете, результат превзойдет все ваши ожидания. Каждый день мы с вами проговариваем такое слово, как «здравствуйте», считаем его обыденным и не задумываемся о том, что на самом деле это слово более значимое и энергетически сильное, чем может показаться с первого взгляда. Это слово несет в себе пожелание здоровья тому, кому вы его проговариваете, и, соответственно, вам, так как мы способны притягивать все то, что мы излучаем, а в данном случае излучаем добро. Желая кому-то здоровья, значит, все это придет и в нашу жизнь. Это слово можно отнести к словам из ряда заклятий, так как оно воздействует на энергетическом уровне на человека, который не подозревает об этом. Заклятие, как мы знаем, способно побуждать к каким-то действиям, предупреждать о чем-то или же блокировать то, что нужно для полноценной и счастливой жизни. Они бывают разных категорий: положительные, отрицательные и перекрывающие. В нашем с вами случае заклятие со словом «здравствуйте» – это положительное заклятие, которое хорошо воздействует и на того, к кому относится, и на того, кто проговаривает. Это слово нашими предками еще употреблялось в значении, когда человек хотел поблагодарить Вселенную за свое здоровье, когда он здоровался, и в этот момент он отправлял посыл «Я здоров», что приносило ему обязательно отменное здоровье. Силы и Вселенная, слыша его благодарность, посылали ему еще больше крепкого здоровья. Поэтому начните больше внимания уделять этому слову и не проговаривайте его с теми людьми, с которыми не желаете общаться, или же с теми, кто относится по отношению к вам неискренне, не чистосердечно. Замените данное приветствие на «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» или же «приветствую». Таким образом вы проявите к этому человеку этикет, но не поделитесь с ним своим здоровьем и не будете помогать ему получать хорошие энергии, которые он не заслужил, так как пропитан злом и живет не по правилам. Данное слово настолько сильно связано с энергетикой окружающей нас, что порой на подсознательном уровне даже способно на что-то указывать. Человек, который что-то задумал, не будет проговаривать это слово вслух. Вот, например, вы пришли на работу, а кто-то из сотрудников с вами не поздоровался. Так и знаете, это указывает на то, что у этого человека помыслы нечисты. Или же сосед не поздоровался, употребляя слово «здравствуйте». Значит, стоит задуматься, возможно, вы его чем-то обидели, неправильно поступили. Начните анализировать, взвешивать, обдумывать, что меняется и что подталкивает к этим действиям. Слово «здравствуй» способно придать нуждающемуся человеку сил. Поэтому, если вы кому-то хотите помочь в чем-то, проговорите это слово трижды по отношению к данному человеку. И после этого подумайте о том, что бы вы хотели
хотели, чтобы он получил от жизни. С его усердием и вашей помощью у данного человека все получится. Старайтесь произносить слово «здравствуйте» только в хорошем настроении, искренне. Тогда оно будет настраивать вас на нужный лад, притягивать потоки светлых энергий, делать вашу связь с тем, в отношении кого вы его проговорили, более крепкой, а настроение в течение дня будет приподнятым. Излучаемые эмоции будут только радовать, а новые события поспешат для того, чтобы их приумножить. А вот в плохом настроении его не стоит проговаривать. Просто махните человеку в знак приветствия или улыбнитесь, иначе это перекроет энергетические каналы и создаст ненужные проблемы, которые могут вас огорчать. Перед тем, как произнести что-то вслух, хорошо всегда обдумывайте, просчитывайте последствия, которые могут последовать за сказанным. Если вас все устраивает, значит вы все делаете правильно. Если же есть сомнения, нужно обдумать, что делаете не так и как лучше заменить вам стоило бы эти слова. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.